Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube-канал Ведаврата. И сегодня у нас тема «Циклы в ведической астрологии Джотиш и циклы в жизни человечества». Можно сказать назвать эту тему более подробно. Самхита Джотиш, как глобальная всемирная астрология, говорит о том, что есть циклы в 20, 60, 120, 220 и 860 лет, основанной на соединении двух самых главных грах – Гуру и Шани, которые называют иногда богами Юпитер и Сатурн. Какова в этом механика Джотиш, ведической астрологии, на каких принципах астрономических, математических эти циклы основаны, и как эти циклы 20, 60, 120, 220, 860 лет влияют на жизнь человечества, на геополитику, экономику, на события в жизни человека и описывают эпохи жизни или эры жизни человечества. И маленькое напоминание, у нас было большое исследование, что будет в мире в контексте войн и изменений геополитического мироустройства. Оно давало готовые ответы и прогнозы, но на чем они были основаны? Наши зрители спросили, почему там есть циклы, в частности 20 и 60 лет, почему там указано, что мы вошли сейчас в цикл Земли и Шани, а не в эру Водолея, и в каких книгах есть эти знания. Итак, в карте рождения это одно, это Джатака Джотиш или Хора Джотиш. А в Самхита Джотиш, то есть глобальная, всемирная, коллективная, человеческая ведическая астрология, там совсем по-другому. Ее называют иногда мунданной астрологией, но это не хороший, это не точный термин, это латынь. То же самое, что сказать там натальный. И две самых медленных грахи в Самхита Джотише и две самых важных, влияющих грахи в глобальной астрологии – это Гуру и Шани. И, как мы знаем, у них есть циклы вращения. У Шани это 30 лет, а точнее 29,5. У Гуру это 12 лет. И благодаря вследствие этих циклов они соединяются, то есть один проходит через другой. Более быстрый Гуру проходит возле более медленного Шани. Эти их соединения происходят каждые 20 лет. Это объяснимо и не только астрологически, но и астрономически и математически. Для тех, кто не любит математику, геометрию, можно сказать, что вы видите, что на часах, на циферблате движутся стрелки. Одна более медленная, другая быстрее. Та, которая медленно, показывает более долгие циклы в жизни человека. Допустим, часовая стрелка показывает часовой цикл из 12 часов. А более медленная стрелка показывает меньший период времени. Она показывает движение минут в часе и движется в 12 раз медленнее. Когда эти две стрелки соединяются, иногда вверху, в нашем циферблате это вверх 12 часов. В каких-то других циферблатах они могут соединяться в другом месте. Но это отмечает один главный цикл, где находится в начале, это 12 или 0. И другие соединения, это также разделение, продолжительности суток, как некоторого важного периода, на части. Если вы поняли по этой аналогии, метафоре подобность, тогда мы должны понимать, что грахи Гуру и Шани, не только самые медленные, нехорошее слово, медленно меняющиеся, медленно движущиеся, они одновременно самые важные в контексте жизни всего человечества. Геополитика, экономика, погода, урожаи, развитие культуры, развитие технологий и так далее. И для тех, кто хочет глубоко узнать Джотиш, Самхита Джотиш, напомню, что в книге Приха Самхита есть дополнительные методы использования соединений юти. На санскрите соединение грах это юти. Соединение Гуру и Шани, то есть Гуру, Шани, юти. Например, можно построить карту на момент их соединения. Она называется Юга Правеша или Юти Правеша. Юга это как эпоха, начало эпохи. Это Юти Кундали используется в том числе для глобального прогнозирования, но уже как карта, где есть бхавы,
чего очень редко можно найти в Самхита Джотише, где есть бхавы, где есть грахи в бхавах, и можно давать прогнозы геополитические, политические, экономические, социальные и так далее. И она указывает, что тенденцию жизни человечества на ближайшие 20 лет, то есть до следующего соединения, до следующей юга-правеши, юти-правеши, до следующего соединения, то есть соединения гуру и шани. Шани, гуру, юти. Но важно не только само соединение, а где оно произошло. Гуру и шани соединяются каждые 20 лет, но место их встречи, место соединения, место юти, да, оно на зодиаке, как точки отсчета Раши, или в самих Раши, и в Накшатрах, оно сдвигается на сколько? На 120 градусов? Нет, на 123. То есть, если бы это было бы ровно как бы сдвиг на 1/3 круга или окружности, тогда каждый раз они соединялись бы на расстоянии 120 градусов от предыдущего соединения. Это был бы цикл 20 лет и 60, но не было других циклов, таких как 120, 220, 860. Почему эти циклы возникают? Потому что их соединение происходит не на сдвиге или перемещении не ровно 120 градусов, а 123 градуса. Вот. Кроме того, каждые 60 лет они снова соединяются в том же самом Раше. И вследствие этого есть цикл 60 лет, шестилетний цикл, который есть и как календарь Самватсара, то есть там, где годы гуру, да, самват годы, и есть календари в других традициях, допустим, китайский, это тоже 60-летний календарь. Вот почему? Потому что каждые 60 лет они соединяются в одном и том же самом Раше. Но их соединение через каждые 20 лет – это приблизительный период этого цикла, а точно это 19,86 лет. И вот этот как бы не идеальная продолжительность 20 лет создает многие другие изменения и указания как прогноз для людей. Теперь, какие значения гуру и шани важны для понимания вот этого их соединения? Оно называется маха-юти, можно сказать, важное соединение. Гуру отвечает за знание законов и за законность, за следование высшим принципам, дхарме, например, за расширение, как развитие, как вот пространство бесконечное и еще расширяется. Гуру – это пространство Акаша, гуру бесконечный еще расширяется. И вытекающее из этого направление в пространстве – это стратегия и ценности. Это идеология в контексте Самхита Джотиша. Шани отвечает за границы пространства. Он структурирует пространство, разделяет. Иногда разделяет это плохо, это разлука, ограничения. Иногда разделяет это хорошо. Он пространство структурирует. Вот, поэтому Шани отвечает за границы пространства, границы субъектов, границы объектов, да, ограничения, структурность и структуру и поддержание границ, то есть это дисциплина, там, следование, настойчивость, упорство. И поскольку границы в пространстве меняются, он отвечает за изменения в пространстве и, как следствие, время. Да? То есть Граха Шани – это бог Хронос или бог Сатурн, который отвечает за время как изменение в пространстве и в континууме времени. Вот. Поэтому, когда они соединяются, происходит их соединение в том числе как столкновение. Сталкиваются две разных силы, две разных грахи. Сжатие и расширение, свобода пространства и ограниченность структуры. Вот это их столкновение, в какой-то мере это граха Юдха, и Юдха приводится не всегда как война, а как вот столкновение, встреча, митинг, встреча. То есть они встретились, и им есть что обсудить и действовать совместно. Вот. И поэтому их столкновение вызывает трансформации в мироздании. То есть каждая вот эта вот маха-юти – это указание на начало нового периода жизни человечества, с периодом или с циклом 20 лет. И после их соединения, как столкновения или встречи, меняется мироустройство, можно сказать. То есть в контексте человечества это меняется социальная, политическая, экономическая, технологическая жизнь людей. Далее.
ну, самый короткий цикл, основанный на Махаюте, то есть на соединении Гуру и Шани, он длится приблизительно 20 лет, а точнее 19,86. Вот, и предыдущее Махаюте, то есть важное соединение, было в 2020 году, 21 декабря, в Макара-Раше. Следующее будет через 20 лет, в 2040 году, 4 апреля, в Канья-Раше. Как мы видим, их соединение происходит в разных раши, и мы провели большую работу. Мы выписали около 3 десятков соединений Гуру и Шани, то есть Махаюте, важных соединений Самхита Джотиша. Нашли их даты, время и раши, в котором оно произошло. Раши как знаки сидерического зодиака. Кому нужно, эту таблицу могу выслать. То есть мы видим, что сначала были соединения в 9, 5 и 1 раши, Хану Симха Меша. Оно шло как бы по кругу. Вот. И в 90-м, 80-м году этот как бы, ну, последовательность, да, узор, рисунок, схема изменилась, и было соединение их в Канья Раши. Вот. Это уже не огненной Раши, не Агни Раши, а Притхиве Раши земной. Это указание, что в 80-м году произошли существенные изменения. Вот. Потом в 2000 году у них снова было соединение в огненном Раши, да, Агни Раши Меша. Вот. Но начиная с 2020 года, после соединения в Макара Раши, дальше их соединения идут уже в Раши 10, 6, 2, 10, 6, 2, 10, и там уже будет меняться следующая эпоха. То есть, смотря как считать, либо с 1980 года, либо с 2020 года их соединения, важные соединения Махаюти, уже происходят не в Агни Раши, в огненных знаках, а в Притхиве Раши, то есть в земных знаках. Вот. Это значит, что эпоха, которая длится где-то 240 лет, она меняется с огненной на земную. И подробнее мы в конце разберем, на какие тенденции, какие прогнозы это указывает. Но это еще не все. Вот это тут изменение стихии или татвы, оно указано разницей, весь круг это 360 градусов, соединение происходит каждые 20 лет, и при этом происходит сдвиг на не точно 120 градусов, а на 123 градуса. Таким образом, вот это вот смещение, оно занимает 242 градуса и 7 сотых. Если бы это было ровно 240, то этот цикл был бы такой, ну, стабильный 20 лет. Вот. А переход из одной стихии, то есть татвы, и из одного первого элемента Махапуты происходит каждые 220 лет. Ну, какие математические расчеты? Они встречаются не точно на расстоянии 240 градусов, а на расстоянии 242,7 градусов. Вот. Чтобы перейти в следующий раши, нам нужно разделить 30, это продолжительность, угловая длина одного раши, на 2,7. Выходит, что это где-то через каждые 10,7 соединений, то есть через каждые 11 соединений, вот, стихия или первый элемент сдвигается. А что такое 11 соединений, каждая из которых длится 20 лет? Это где-то 218 лет, то есть от 200 до 220 лет. То есть место соединения в одной стихии или первоэлементе длится где-то 220 лет, и потом оно переходит в следующую стихию или первый элемент. Как я уже сказал, вот произошел переход из огненного в земное. Вот. Но это еще не все. Вот этот вот цикл 220 лет, он на английском называется суперсайкл, ну, можно перевести как сверхцикл, да, или метацикл. Этот цикл состоит из Махаюти, то есть из важных соединений. Вот. Но там снова есть сдвиг. Вот это вот сдвиг, или как сказать, неточность в 2,7 градуса, она тоже накапливается. Вот. И вследствие накопления через некоторое время, мало того, что
изменится стихия, да, или первый элемент, цикл сделает полный оборот и снова попадет в тот же самую стихию, тот же самый первый элемент. Вот. Чтобы попасть в ту же самую стихию в трикону, это 120 градусов, поскольку сдвиг 2,7 градусов, то есть нужно 44,44 цикла соединений гуру и шани, чтобы сделать полный круг по всем татвам, то есть махабхутам, и снова попасть в ту же самую татву. Вот. Если мы умножим 44 цикла или 44,4 на приблизительно 20 лет, это время между каждым их соединением, получается 874 года. Вот. Ну, если более точно умножить, это получается 883 года. То есть каждые 883 года происходит 44 соединения гуру и шани, и при этом место их соединения делает полный оборот по всем стихиям и первоэлементам. И это как бы уже не великий цикл Махаюти, не сверхцикл, да, суперцикл в английской литературе называется, а это уже гранд-цикл. Ну, трудно привести слово гранд, то есть полный цикл, можно сказать. Полный цикл. Таким образом, история человечества должна делать как бы полный виток в спирали и возвращаться к некоторому началу очень большого цикла, очень большого периода времени, каждые 880 лет. Вот. Кроме того, когда они соединяются, гуру и шани, если вы посмотрите в даты и места их соединения, вы увидите, что есть еще одна закономерность. Их соединение находится как бы на расстоянии где-то 120 градусов, мы это помним, да, 120 градусов это как бы равнобедренный треугольник, вот, и этот треугольник, он попадает своими вершинами в разные места зодиака и таким образом вращается, вот, и это вращение происходит за 59,5 лет, приблизительно 60, вот, и если мы нарисуем эти треугольники каждые 60 лет, они будут сдвигаться в противоположном направлении, при этом за 60 лет гуру сделает 5 вращений, движений по орбите, шани сделает 2 вращения, они встретятся в том же самом Раше, и на этом основаны 60-летние календари, самватсара и китайские и так далее. Вот. Но при этом вершина будет сдвинута где-то на 8 градусов в противозодиакальном направлении. Вот. И это движение вот этих как бы треугольника, 3 соединений гуру и шани в течение 60 лет, вот, оно называется, оно связано с астрономией и с историей наука. Вот, оно называется тригон или треугольник великих соединений. Да, это также подобно переводу Маха Юти Трикона. Да, то есть, да, трикон великих соединений. Но он же также это треугольник, который движется с циклом 60 лет, называется треугольником Кеплера. Великий как бы европейский астроном Йоганн Кеплер наблюдал за вот этими вот местами соединения на зодиаке планет Юпитера и Сатурна, которые являются небесными представителями Грахи, Гуру и Шани. Вот. Он рассчитал с помощью своих математических расчетов, когда происходит полный круг, да, полный оборот этого треугольника, и нашел, что это где-то 800 лет. Да, мы знаем из наших расчетов, что это больше, чем 800 лет, это 860 лет. Но он назвал его великим изменением, да, великой эрой, великим циклом. Вот. И от того времени, когда он жил, да, он отсчитал 2 таких интервала времени от своего года исследования. Это был 1603 год. Вот. И он сказал, что где-то 1600 лет назад было подобное соединение Юпитера и Сатурна как планет в знаке рыбы, то есть в Мина Раши. Вот. И оно было очень яркое, видимое, оно удивило людей, и именно его увидели волхвы, которые посчитали его знаком с небес.
Вот такая интересная история. И теперь вторая часть этого видео. Приходим к практическому применению. В Самхита Джотиши есть различные методы интерпретации факторов, да, глобальной астрологии. Вот. И одно из них знать природу соединения, природу указания. Вот. 26 лет назад, в 2000 году, 28 мая, было соединение гуру и шани Махаюти в Меша Раши, вот, который является Рашей Агни Махабхуты или Агнита, то есть огненным Рашей. Вот. И вся карта в целом на момент этого соединения и то, что это было в Меша Раши, это указывало на огненную, проникающую, резкую и трансформирующую тенденции в жизни людей на ближайшие 20 лет. И после 28 мая 2000 года, да, в течение нескольких месяцев произошло большое количество событий, да, у человечества. Вот. Они были очень важные, нетипичные, таких не было 20 лет. И они поменяли жизнь людей на ближайшие 20 лет. Я не очень хорошо знаю политику и историю, вот, но некоторые события я просто перечислю, а некоторые я прокомментирую как очень существенные с моей точки зрения. Итак, завершилась 20-летняя война Израиля в Ливане. Именно вот, в мае этого года. Вот, произошли неожиданные и нетипичные события в политике. То есть, допустим, встретились лидеры двух Корей, что было, чего не было вообще никогда. Поменялась власть в Сирии, завершилось правление Хафеза Асада и пришел Башар Асад, и это поменяло жизнь страны Сирия на ближайшие десятилетия. Были другие важные встречи правителей, стран, скажем, мировых лидеров. Вот. Начался израильско-палестинский конфликт, произошла революция в Югославии, были нетипичные выборы в Соединенных Штатах Америки, где никак не могли выяснить, кто победил, долго разбирались, и только решение Верховного суда США вырешило, кто стал президентом, и была инаугурация президента. Создалась Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, которая тоже на десятилетия поменяла жизнь в Юго-Восточной Азии и, Юго-Восточной Азии и глобальном юге, так сейчас это называется модно. Вот. Самое уникальное, уникальное, неожиданное, нетипичное, непредсказуемое событие – это так называемые теракты 11 сентября. Они были в этом 2000 году, после вот этой вот Махаюти в Меша Раши. Вот, они поменяли тоже на десятилетия отношение к безопасности, к терроризму. И произошло много изменений, и не только в США, где эти теракты были, а во многих других государствах, которые были не готовы к таким событиям, к таким угрозам и к таким террористическим актам. Началась война в Афганистане, ее начали США. Вот, Китай вступил в Международную организацию торговли, World Trade Organization. Вот, в экономике, в Аргентине произошел крах и дефолт. Вот, и начался, я уже сказал, война, военный конфликт между Индией и Пакистаном. Следующее соединение гуру и шани, то есть Махаюти, было в 2020 году. Вот, и оно определяет новый этап жизни человечества на следующие 20 лет, 2040 год. Это уже было соединение не в огненном, а в земном Макара Раши, 10-м. Вот, поэтому влияние и Макара Раши, и его правителя Шани будут преобладающими главными в контексте Самхита Джотиша, чтобы прогнозировать жизнь человечества на 20 лет, с 2020 года по 2040 год. Во-первых, поменялся эпоха, которая длится 220 лет. То есть до этого Махаюти, важное соединение гуру и шани, были в огненных раши, а после 2020 года они теперь будут в земных. Макара, Канья, Варишабха. То есть 10, 2,
6-2, 10-6-2, 10-6-2 по кругу. Вот. Это означает, что как бы закончилась эпоха огня, Агни-эпоха, и началась эпоха Притхиви-татвы или Притхиви-махпуты, стихии Земли, первого элемента Земли. И она будет длиться 220 лет. То есть это как бы вот то, что мы называем сверхцикл или метацикл, по-английски суперсайкл. Поэтому это не те изменения, которые происходят каждые 20 лет, а еще более сущностные, трансформационные изменения, которые происходят каждые 220 лет. И что означает, до этого мы жили в эпохе 220 лет огня. Ну, это применение огня, как, допустим, вот энергетика, электричество, индустриализация, это конфликты. Были 2 световых войны, которые мы знаем, но много было других войн, которые мы просто не очень хорошо знаем, потому что историю мало кто изучает. Это было проникновение в другие миры, в технологии, в ДНК, в контексте биологической науки, и проникновение в космос, да, и это Агни как борьба идеологий. Иногда религии, но религия тоже является идеологией. То есть борьба идеологии. Раньше преобладающая была борьба религий, да, там христианство против мусульманства и так далее. А потом борьба идеологии, допустим, капитализм против коммунизма. И начиная с 2020 года, теперь Махаюти в течение 220 лет теперь будет в земных Раши, Притхиви Раши, на 10-м, 6-м, 2-м, 10-м, 6-м, 2-м и так по кругу. Вот. Можно сказать, как бы примитивно наступает земная эпоха. Что означает земная? Это значит, важны будут, не то, что я перечислил в контексте огня, важны будут ресурсы, их будет не хватать, будет ограничение ресурсов, будет недостаток ресурсов. Чтобы их было больше, будет так называемая экологичность, да, возобновление или сбережение ресурсов. Вот. Земля – это то, что базовое, материальное, да, поэтому люди будут беспокоиться о базовых потребностях, да, безопасность, выживание, материальная безопасность, ресурсы, как в том числе топливо и все остальное. Вот. Кроме того, земля – это структурность, важно будет сельское хозяйство, и земля – это территории, регионы, страны, как их назовем, земли, да. Поэтому важен будет контроль за территорией. Кроме того, что все будут раши земные в течение этих 200 лет, в 2020 году Махаюти, то есть соединение Гуру и Шани, было в Макара Раши. Вот. Дополнительно можно сказать, что Макара Раши, он управляется Шани, и поэтому и еще больше качеств Шани будут на это влиять. И Притхиви, то есть земная стихия и первый элемент, и Шани, как Граха, вместе указывают дополнительные тенденции жизни человечества на 20 лет по 2040 год. Более критичные и жесткие ограничения. Если вы думаете, какие же ограничения сейчас, да, свобода информации, свобода перемещений, давайте вспомним так называемый грипп или вирус ковид и так называемую пандемию. Были локдауны. Локдаун – это английское слово, которое попало в наш язык. Вот, и означает закрытие, да, блокировка, ограничение. То есть ограничились контакты людей между собой, ограничили передвижение людей, их не выпускали, не впускали, они сидели кто-то в аэропорту, кто-то дома, кто-то где-то еще. То есть это ограничение как вот, по ячейкам, да, вот. И это был как бы первый пример, но это еще не все, да, то есть до 40-го года будут другие ограничения. Вот где-то будет ограничивать интернет, где-то будет ограничивать свободу выражения, свободу слова, да, передвижение, закрытые границы, да, вот. Кроме того, мы помним, что вследствие этой пандемии был переход в другую форму, экономических взаимодействий. То есть тогда все было вживую, так называемый офлайн в кавычках, то есть вживую пришел, поговорил, купил, получил услугу, учишься вживую, видя преподавателя, учителя, лектора, наставника. А начиная с вот этого 2020 года люди перешли на дистанционные взаимодействия и отношения. Не только в контексте дистанционной работы, а
Вот, в контексте образования, обучения, предоставления услуг, даже духовных практик, да. Казалось, как вот можно йогой заниматься дистанционно, если нужно, чтобы там учитель йоги тебя там что-то подправил, потрогал. Нет, тут люди ставят камеры, учитель йоги делает, показывает упражнения, смотрит через такую же камеру на ученика. Даже йога, которая должна быть как бы живой и контактной, она иногда преподается через видеосвязь. Хорошо это или плохо, это другой вопрос, это вне темы этого видео. Но такие были как бы последствия Махаюти Макара Раши. Кроме того, шани это структурность. И поменялась структурность. Ну, говоря как бы экономическим, да, или макроэкономическим языком, либо сломались, либо перестроились цепочки поставок. То есть экономика перестала быть глобальной. Уже не везде можно было купить, не повсюду можно продать. И еще это называется как бы модным словом кризис логистики. То есть товар есть, но нельзя его доставить, например. Ну, поставки, продажи, обмен, логистика, доставка, да, перевозки в том числе. Вот. И Макара и Шани это то, что указывает на ограничения, и начиная с 2020 года ресурсы начинают уменьшаться. Ну, как вот, становится меньше воды, особенно питьевой, да, меньше еды, то есть хуже урожаи, несмотря как бы там на развитие чего там, химии или, как называется, удобрений, да, меньше электроэнергии, меньше топлива, да, меньше бензина, дизельного топлива, вот, ну, ограничения в ресурсах, так лучше назвать, вот. И эти ограничения, они дают слом, было большое количество геополитических кризисов и разрушений, то есть вот старые правила построения миросистемы, общения между странами, так называемая глобальная безопасность, ну, которая была там с 60-х годов, она сломалась. И старые правила глобальной безопасности уже не работают. Нам кажется, что это из-за какого-то одного человека. Вот пришел такой человек, выбрали его, допустим, президентом, или не выбрали, он сам сделал себя президентом, и он поломал мировой порядок. Нет, он просто отражает то, что происходит. Не было бы его, было бы другое, ну, как бы персонификация, отражение. Тот, кто просто использует ситуацию. Да, то есть порядок сломан сам по себе. И люди, которые как бы беспринципные, да, они не следуют принципам, а используют ситуацию для себя, оппортунисты в плохом смысле этого слова. Они просто используют для своей выгоды и политической, и финансовой, и экономической то, что старый порядок не работает. Вот. Они ее, конечно, доламывают, ухудшают ситуацию, но они просто маркеры. По ним заметно, что старая система уже не работает. То же самое, так называемая пандемия, показала, что есть кризис системы охраны здоровья. И ни Всемирная организация здравоохранения, ни другие какие-то институты, которые должны защищать здоровье, они к этому не готовы. Да? Вот. И не всегда можно доверять современной медицине, которая тебя защитит от каких-то новых вирусов. И вы видите, что новые вирусы возникают, и их еще будет много. Но дело не в вирусах, а дело в том, что старая система охраны здоровья, которая там была с 60-х или с 80-х лет, она уже свое отжила. Ну и другие структуры, такие как ООН и многие другие организации, их не буду перечислять, они уже свои функции не выполняют. Вот. Ну и сформировалась ситуация для большого количества войн, вот после этого Махаюти в Макара Раши. Вот. Причина это как бы изменение структур. Ну, если говорить как бы таким образным языком, перекройка границ. И это не только какие-то 2 страны или 4 страны. Вот каждая страна хочет что-то у другой забрать. Как-то мы смирились с такими границами, с такими границами, да, между странами. И вроде бы мы этому следовали 60 лет. А теперь мы хотим эти границы переделать. И мы считаем, мы как бы не имели претензий, а теперь мы считаем их неправильными, несправедливыми и хотим перекраивать границы. И в прямом смысле границы между государствами, странами, и в переносном смысле. То есть, что раньше считалось недозволенным, недопустимым, неправильным, неадекватным. Теперь происходит, и мы думаем, как-то, может быть, и так тоже можно. Слом границ. Ну вот, на этой не очень оптимистичной, но, надеюсь, реалистичной обзоре ситуации я буду завершать. Вот главное, что хотелось бы сказать, суть в том, что есть циклы,
в Джотише, в ведической астрологии, их больше всего изучает раздел Самхита Джотиш. Это не, условные, придуманные человеком. Это реальные изменения в движении высших сил, то есть грах, которые отражают движение планет, то есть небесных объектов, как представители грах. Также происходит движение в богах, то есть бог Юпитер, бог Сатурн или бог Зевс, бог Хронос меняют свои состояния, они встречаются, иногда сталкиваются, может быть воюют, иногда договариваются о чем-то, объединяются в своем влиянии на человечество. Вот. И таким образом есть отражение их соединений, встреч, как различные циклы мироздания. И природного, астрономического, и астрологического в контексте Самхита Джотиша, и общечеловеческого, как геополитика и другие тенденции жизни людей. Благодарю вас за понимание. Напоминаю свою просьбу: присылайте темы и вопросы нам на e-mail. И передаю просьбу своих организаторам. Если у вас есть что сказать, мнение, комментарий, напишите в комментариях к этому видео. Если вы знаете, кому это видео будет ценно и полезно, то поделитесь этим видео с такими людьми. Но только с теми, кто это оценит и поймет. На этом на сегодня все. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведоврата.